Привет, друзья! Этот канал об интересных фактах и событиях. Есть собаки, которые смотрят на тебя как на источник еды. Есть те, кто видит в тебе партнера по играм. А есть немецкая овчарка. В этом взгляде столько ответственности, что иногда становится не по себе. Это взгляд существа, которое видит тебя настоящим, со всеми твоими страхами, и все равно признает в тебе того единственного, ради кого каждый вдох имеет смысл. Мы привыкли видеть их в кино, идеальные солдаты, которые на лету ловят преступников и понимают шепот. Но за этим экранным глянцем прячется собака, которая может стать либо твоим величайшим триумфом, либо твоим самым честным поражением. Сегодня я хочу поговорить с вами о немецкой овчарке без прикрас, по-дружески. Готовы ли вы к этой тени, которая будет следовать за вами до самого конца? По меркам истории, это молодая порода. Все началось в конце XIX века, когда немецкий кавалерийский офицер Макс фон Штефаниц решил создать суперсобаку. В 1899 году на выставке он увидел пса по имени Хоранд фон Графрат. Это был поджарый, похожий на волка зверь с идеальной психикой. Штефаниц купил его, зарегистрировал под номером 1 в родословной книге, и этот день стал официальным днем рождения породы. Девиз создателя был прост. Немецкая овчарка — это любая рабочая собака, чей облик определяется ее полезностью. Когда пастбища в Европе начали исчезать, Штефаниц понял, чтобы порода выжила, ей нужно сменить профессию. Так пастух превратился в полицейского, солдата и спасателя. Вместе с профессией начал меняться и облик. Штефаниц создавал функциональную машину. Собака должна была быть неутомимой, маневренной и способной на резкий рывок. Первые немцы были гораздо легче, суше и выше на ногах. В них отчетливо читался силуэт волка. Интересно, что со временем порода прошла путь от простого помощника фермера до эталона красоты, который мы видим сегодня. За 100 лет селекции изменилось все, от постава ушей до знаменитой линии спины. Но важно понимать, за каждой линией этого тела стоит холодный расчет. Широкая грудная клетка для объема легких, мощные рычаги лап для долгого бега. То, что мы сегодня называем красотой немецкой овчарки, изначально было лишь формулой ее идеальной работоспособности. Как мир влюбился в немца. Кино сделало эту породу культовой. Рин-Тин-Тин, пес-легенда, спасенный американским капралом на руинах Первой мировой. Он стал настолько популярен, что в 1929 году набрал больше всех голосов на Оскаре в номинации «Лучший актер». Но киноакадемия испугалась и отдала статуэтку человеку. «Комиссар Рекс» — австрийский сериал, который в 90-е заставил миллионы людей бежать в питомники. Именно благодаря ему за породой закрепился имидж собаки, которая сама находит улики и обожает булочки с колбасой. К-9 — собачья работа. Джеймс Белуши и его напарник Джерри Ли показали всему миру реальный характер овчарки. Вредный, упрямый, но до безумия преданный. «Ко мне, Мухтар». Невозможно забыть Юрия Никулина и его героического напарника. Этот фильм показал нам не просто службу, а глубокую драму и преданность, которая сильнее пуль. «Пограничный пес Алый» — пронзительная история о дружбе и долге. Для целого поколения этот фильм стал символом того, что немецкая овчарка — самый верный напарник, который никогда не предаст и не отступит. Немецкая овчарка — это не продукт природы, это продукт человеческой воли и дисциплины. Собака, созданная офицером, чтобы быть лучшей в мире. И спустя 100 лет этот стандарт все еще актуален. Физические характеристики. В цифрах немецкая овчарка — это идеальный баланс мощи и маневренности. Взрослый кобель достигает 65 сантиметров в холке при весе до 40 килограммов. Этого достаточно, чтобы сбить преступника с ног, но при этом остаться стремительным и легким на подъем. К сожалению, век их недолог, в среднем от 9 до 13 лет.
Стандарт признает два типа. Короткошерстные, работяги с непробиваемым подшерстком, готовые к любой непогоде. И длинношерстные, эффектные атлеты с густой гривой и пушистыми штанами. Когда-то их считали браком, но сегодня это признанные звезды, покоряющие своим львиным обликом. Если вы посмотрите на фотографии чемпионов породы 1920-х годов и сравните их с сегодняшними победителями выставок, вы увидите двух разных собак. За 100 лет стандарт претерпел колоссальные изменения. Изначально это был сухой, поджарый атлет на высоких ногах. Сегодняшний идеал шоу-рингов – это собака с экстремально заниженным крупом. Сегодня порода фактически раскололась на два лагеря с разной внешностью и задачами. Шоу-разведения – те самые красавцы с глубоко посаженным задом и той самой линией банана. Этот экстремальный дугообразный изгиб спины – предмет вечных споров. С точки зрения эстетики рыси, такая анатомия считается эталоном. Она позволяет собаке делать невероятно широкий шаг, когда задние лапы заносятся далеко под корпус, и овчарка буквально стелется над землей. В выставочном ринге это выглядит завораживающе. Однако за эффектный силуэт приходится платить. Сторонники старой школы и ветеринары часто критикуют такую избыточность. Они уверены, то, что красиво смотрится на подиуме, в реальной жизни за пределами ринга часто оборачивается слабостью связок и потерей истинной атлетичности. Здесь доминирует классический чепрачный окрас, глубокая черная мантия на максимально ярком, почти красном фоне. Собака должна выглядеть контрастно и нарядно, привлекая внимание с первого взгляда. Рабочий тип. Эти собаки выглядят как атлеты-универсалы. У них прямая спина, они более компактные, мускулистые, как пружина. Окрас. Здесь во главе угла не красота, а гены. Самый частый – зонарный серый или рыжий, который делает собаку похожей на волка. Также часто встречаются полностью черные немцы и окрас биколор, черный с небольшими отметинами на лапах. Если шоу-тип – это парадный мундир, сшитый по золотым лекалам, то рабочий немец – это тактическая экипировка. Надежно, функционально и ничего лишнего. Его красота в его силе и готовности к действию. Немецкая овчарка стала фундаментом для создания целой плеяды пород. Восточноевропейская овчарка – советский апгрейд. В СССР нужна была собака крупнее и спокойнее, способная работать и в минус 40 градусов. Она выше, массивнее и обладает поистине нордическим спокойствием. Белая швейцарская овчарка. Это генетические дети немцев. Долгое время белых щенков в Германии выбраковывали, пока швейцарцы и американцы не закрепили этот эффектный снежный окрас в отдельную породу. Волчьи гибриды. Чехословацкая волчья собака – волчак. Скрещивание немца и карпатского волка. Сарлозская волчья собака. Голландский проект, где искали идеальное здоровье, смешивая кровь овчарки и волка. Результат – собаки с выносливостью зверя и способностью работать с человеком. Кунмингская овчарка. Китайский вариант немца, созданный для нужд армии КНР. Шайла и Кинг Шепард. Американские попытки вернуть породе мощь и размер, скрещивая немцев с маламутами, чтобы получить гигантскую, но добрую семейную собаку. Суперспособности в цифрах. Челюсти. Сила сжатия достигает 100-140 килограммов на квадратный сантиметр. Этого достаточно, чтобы удерживать преступника, несмотря на любое сопротивление. Прыгучесть. Обученный немец способен преодолевать вертикальные барьеры до 3 метров. Нюх. У них около 225 миллионов обонятельных рецепторов. У нас всего 5. Овчарка способна почувствовать запах адреналина, который выделяет напуганный человек, или найти одну каплю крови в огромном бассейне. Друзья, в видео используются иллюстрации, созданные автором. В нашем портфолио собраны все породы собак. Если вы хотите ознакомиться с ними или приобрести для личного либо коммерческого использования, переходите по ссылкам в описании канала. А мы продолжаем. Характер и поведение. Психика этой собаки – сложнейший механизм, где идеально сбалансированы два инстинкта –
железная воля защитника и мягкая, почти детская потребность быть нужным своему человеку. Главная черта их характера — пластичность. Немец — это чистый холст, на котором владелец рисует то, что ему нужно. У них нет упрямства терьеров или независимости хаски. Вместо этого — феноменальное желание считывать хозяина. Они чувствуют смену вашего настроения по едва заметному движению бровей или тону голоса. Это порода с высоким порогом раздражительности. Настоящий немец спокоен, уверен в себе и никогда не будет истерично лаять на каждый шорох, но только до того момента, когда собака почует реальную угрозу. Именно этот уникальный характер, сочетание высокого интеллекта и беспрекословного послушания, сделал их чемпионами среди служебных собак. Нет такой службы, где бы они ни стали лучшими. Их универсальность поражает. Полиция и К-9, непревзойденные в задержании и патрулировании, поиск и спасение, работа в завалах и лесах, где нужно принимать самостоятельные решения. Таможня, тончайшее чутье на взрывчатку и контрабанду. Поводыри. Именно немцы стали первыми в истории собаками-проводниками для слепых ветеранов, благодаря своей выдержке. Спецназ. Собаки-парашютисты и саперы, работающие под огнем. Легенды, изменившие мир. Крамстоун, Ирма и Джет из Иада, немецкие овчарки-герои Второй мировой войны, служившие в гражданской обороне Лондона во время бомбардировок. Они находили людей под завалами разрушенных зданий и спасли сотни жизней, за что были награждены медалью Диккена, высшей наградой для животных за храбрость. Тракер и Аполло, немецкие овчарки-спасатели, работавшие на руинах Всемирного торгового центра после терактов 11 сентября, продолжая работу там, где каждый шаг мог стать последним. Джуль Барс — легенда Великой Отечественной, самая знаменитая овчарка войны. Он обладал феноменальным чутьем, обнаружил более 7000 мин и 150 снарядов. Дина — первая собака-диверсант. Овчарка Дина прославилась уникальной операцией. В 1943 году она сумела заминировать железную дорогу, сбросить заряд прямо перед идущим эшелоном и, самое невероятное, успела убежать в лес до взрыва. Она стала первой собакой, выжившей после подрыва вражеского эшелона. Бытует мнение, что немецкая овчарка — собака сугубо уличная. Это и правда, и заблуждение одновременно. Немец отлично адаптируется к любым условиям, если соблюдено главное правило — собака живет там, где живет ее стая. Вариант первый. Квартира. Многие боятся заводить овчарку в квартире, рисуя в воображении разрушенные стены и съеденный линолеум. Главный секрет. В квартире овчарка должна только спать. Весь ее пыл, энергия и драйв должны оставаться на улице. Если вы обеспечиваете собаке 2-3 часа качественной прогулки с интеллектуальными нагрузками, дома вы будете видеть коврик, который тихо лежит у ваших ног. Нюансы. Приготовьтесь к тому, что проходы в коридоре станут более узкими, а в кухне вам придется постоянно перешагивать через 40-килограммовое препятствие. И помните про шерсть. В замкнутом пространстве квартиры она будет гораздо заметнее. Вариант второй. Частный дом и вольер. Это идеальный вариант для физического здоровья собаки, но ловушка для ее психики. Овчарка, предоставленная сама себе на участке, быстро превращается в пустолайку или самовольного охранника, который решит, что забор — это граница, которую нельзя пересекать даже вашим друзьям. Правильный вольер. Это должно быть место отдыха, а не тюрьма. Вольер должен быть просторным, защищенным от ветра и с утепленной будкой. Но даже если у вас гектар земли, собаку нужно выводить за калитку. Мир за забором — это новые запахи и социализация. Без этого собака тупеет и становится агрессивно-трусливой. Важные бытовые мелочи. Полы. Если у вас скользкий ламинат или плитка, это приговор для суставов растущего щенка. Лапы будут разъезжаться, что приведет к деформации скелета. Ковры на период взросления не роскошь, а медицинская необходимость. Миски. Немец ест на взлете. Желательно использовать подставки с регулируемой высотой, чтобы не портить осанку и снизить риск перекрута желудка. Критично для крупных пород.
личное пространство. У овчарки должно быть место, где ее никто не трогает. Даже если это маленькая квартира, этот угол — ее крепость. Поговорим о минусах. Шерсть. Много шерсти. Если вы фанат безупречного черного гардероба и стерильных полов, у меня для вас плохие новости. Шерсть немецкой овчарки не подчиняется законам физики. Она будет в кофе, в закрытом ящике с нижним бельем и даже в герметичной банке с сахаром. Овчарка линяет всего 2 раза в год. С января по июнь и с июля по декабрь. Во время сезонного сброса чешуи из одной собаки можно начесать еще одну собаку поменьше и связать пару свитеров. Робот-пылесос в этот период обычно просто сдается и уезжает в угол плакать. Это не просто питомец, это круглосуточная фабрика по производству пуха и жесткого остевого волоса. Немцы — невероятно разговорчивая порода. Проблема не в том, что они лают на прохожих, а в том, что они комментируют абсолютно все. Спектр звуков — это целая опера. Они ворчат, как недовольные деды, вздыхают с таким страданием, будто тащат на себе все проблемы человечества и издают ультразвуковой скулёж, если мячик закатился под диван. Бдительность. Если в подъезде на 3 этажа выше упала связка ключей, вы узнаете об этом первым. Громко, басовито и очень доходчиво. У этой собаки нет кнопки без звука, есть только режим информировать хозяина о любой подозрительной тишине. Здоровье. Здесь хочется говорить тише, потому что это самая горькая часть правды. Современная селекция, погнавшись за экстерьером и красивой линией спины, сыграла с породой злую шутку. Генетический лотерейный билет. Дисплазия тазобедренных суставов и проблемы с позвоночником — это бич породы. Видеть, как вчерашний атлет, который легко брал 2-метровые барьеры, к 7-8 годам начинает волочить зад и с трудом вставать на прогулку — это трагедия, разбивающая сердце. Цена ошибки. Покупать немца по объявлению в газете или для себя без документов — это огромный риск. Выбирать нужно долго, нудно, изучая генетику родителей. Иначе ваша история большой любви рискует слишком быстро превратиться в историю бесконечного хождения по ветеринарным клиникам и борьбы с болью. К этому списку стоит добавить и слабый ЖКТ. Немцы часто бывают аллергиками с очень нежным пищеварением. Кормить их чем попало не получится, если вы не хотите превратить каждую прогулку в квест по спасению газона. Психология владельца. Кому они подходят? Кому на самом деле нужна немецкая овчарка? Давайте сразу отсечем лишнее. Он не нужен тому, кто ищет охранника на цепь. Овчарка на цепи — это не просто ошибка, это преступление против интеллекта. Это как запереть шахматного гроссмейстера в одиночной камере и заставить его мести пол. Происходит необратимая деградация личности собаки. Это собака для того, кто готов стать центром вселенной. Понимаете, немец не умеет жить просто рядом, как декоративный фикус. Ему жизненно необходимо быть полезным. Ему нужно смотреть вам в рот, ловить мимику, предугадывать жест еще до того, как вы его сделали. Овчарка не просто живет с вами. Она вас патрулирует. Это не суетливое преследование, а молчаливое присутствие в зоне доступа. Куда бы вы ни переместились внутри дома, собака всегда перебазируется следом, выбирая стратегическую точку, чтобы вы оставались в поле зрения. Если вы решили поработать за ноутбуком, она ляжет так, чтобы касаться вашей ноги своим боком. Это тотальное, круглосуточное присутствие. Кого-то эта гиперопека душит, лишая личного пространства, а кто-то именно в этом находит спасение от одиночества. Тест на стабильность. Если вы человек настроения, сегодня гуляю 3 часа и занимаюсь, а неделю лежу на диване и отвали от меня, овчарка начнет разрушаться. Ей нужен лидер, который стабилен, как скала. Если лидер сломался, собака берет управление на себя. А это всегда заканчивается плохо. Давайте разобьем главный миф, на котором выросло целое поколение. Немецкая овчарка не рождается со встроенным программным обеспечением — служить и защищать. Многие думают: куплю немца, он же умный, сам всему научится. Это роковая ошибка. Ум овчарки — это ее проклятие.
Она моментально вычисляет ваши слабости. Овчарка как сложнейшее программное обеспечение. В руках того, кто умеет задавать алгоритмы, это безупречный инструмент. В руках дилетанта, который не понимает, как управлять этим интеллектом, система начнет выдавать ошибки и в итоге просто взломает своего владельца. Когда слабый владелец не справляется. Примеры из жизни. Добрый папа. Человек берет щенка, балует его, разрешает прыгать на себя и рычать во время игры. К 1,5 годам он превращается в 40-килограммового доминанта. Владелец боится забрать у собственного пса кость, потому что тот скалится. Собака сама решает, кого пускать в квартиру, а на кого бросаться на улице. Итог. Собака живет в наморднике в коридоре, а хозяин ищет, кому бы ее отдать. Бизнесмен на бегу. У него много денег и лучший корм, но совсем нет времени. Собака заперта в 4 стенах или в вольере по 10 часов. Ум овчарки требует нагрузки, и если вы не дадите ей задачу, она придумает ее сама. Вместо спокойного отдыха вас ждет диван, разобранный на запчасти до самого каркаса, и охота на проезжающие велосипеды, которая рано или поздно закончится вывихом вашего плеча. Мирный обыватель, тот, кто надеется на гены. Собака не видит в хозяине вожака. В момент реальной опасности такая собака либо поджимает хвост, либо, что хуже, впадает в истерику и кусает всех подряд от страха. Без занятий и дисциплины эта высокоточная система дает сбой, превращаясь в неуправляемый хаос, который разрушает ваши нервы и безопасность окружающих. Если вы не станете для немца богом и начальником, он станет вашим кошмаром. Третьего не дано. Воспитание и дрессировка. Железный порядок и контакт. Дрессировка немца — это не цирк с трюками. Это прошивка системы управления. Для этой собаки отсутствие правил — это не свобода, а тревога. Овчарка счастлива только тогда, когда она точно знает, кто в доме принимает решения. Важность иерархии. Забудьте про жесткую доминантность из старых учебников с прижиманием к полу. Современная иерархия — это интеллектуальное лидерство. Вы тот, кто владеет всеми ресурсами — едой, игрушками и доступом к прогулке. Овчарка должна понимать, чтобы получить то, что она хочет, она должна сначала сделать то, что хотите вы. Если вы дали команду, она должна быть выполнена. Всегда, без исключений. Даже если вы прочитали все книги мира, идите к профессиональному кинологу. Социализация. Площадка. Это место, где собака учится слышать вас. Когда рядом лают другие псы, бегают дети или проезжают машины. Общий курс дрессировки для немца — это гигиенический минимум. Рядом сидеть, место и, самое главное, безупречный подзыв — это то, что однажды спасет вашей собаке жизнь. Интеллектуальный голод. Овчарке мало просто ходить на поводке. Ей нужны задачи. Поиск спрятанной вещи, работа по следу или преодоление снарядов — это то, что делает ее психику стабильной. Многие новички путают дрессуру с жестокостью, но правда в том, что немецкая овчарка обожает дисциплину. Для нее работа — это высшая форма игры. Лучшая награда для нее не просто кусок мяса, а момент, когда хозяин говорит «Браво! Работа окончена!» и начинает играть с ней в мяч. Помните, немецкая овчарка — это собака, которой нужно загружать не только мышцы, но и мозг. Уставшая овчарка — это счастливая овчарка. И, что немаловажно, счастливый хозяин с целой мебелью. Знаете, у овчарок есть одна особенность. Они стареют как-то очень благородно и очень страшно. Когда морда становится совсем белой, а глаза подернутыми дымкой, в них появляется какая-то библейская мудрость. Она будет стоять до последнего. Даже если лапы отказывают, даже если сил нет, она встанет. Если встали вы, не потому что обязаны, а потому что вы — единственный смысл в этой огромной, непонятной вселенной. Выбирая немецкую овчарку, вы не просто покупаете собаку. Вы подписываете контракт на 10-12 лет самого честного партнерства в вашей жизни.
Вы получите друга, который будет знать ваши секреты лучше, чем психолог. Друга, который не предаст, даже если вы сами себя предадите. И когда-нибудь через много лет, сидя в тишине, вы поймете, что это не вы ее учили командам. Это она научила вас быть человеком, настоящим, ответственным, умеющим любить не за что-то, а просто за то, что вы есть. Берегите их. Они отдают нам все. До последнего вздоха. Друзья, перед тем, как приступить к созданию этого видео, мы долго думали над его форматом, поскольку предыдущие были сравнительными, и мы, перебрав много вариантов, решили вынести эту породу за абсолютные скобки и рассказать только о ней. Если бы вам пришлось выбирать, с кем сравнить немецкую овчарку, с кем бы вы ее сравнили, напишите, пожалуйста, с кем и почему. Спасибо за то, что были с нами.